Привет, любители профессионалы, зима все ближе, с каждым днем становится все холоднее, а тема обогрева гаража или мастерской с помощью печки все актуальней. Поэтому я уверен, что каждому из вас в рекомендациях YouTube уже подкидывал ролики, где честные блогеры изготавливают мега шедевральные печки из профильной трубы и даже из порезанных чугунных батарей. Ну а поскольку тема, ребята, это довольно хайповая, и ролики с такими печами набирали большое количество просмотров, то особо впечатлительные граждане в тот же день бежали на металлобазу за профильной трубой, сваривали себе печи, и только потом, потратив уже свои деньги и сварив печку, понимали, что все эти разговоры о мега-преимуществах и каких-то завышенных коэффициентах полезного действия, мягко говоря, не соответствуют действительности. А по-старославянски пиздеж. Поэтому сегодня с помощью фактов, цифр, а самое главное экспериментально, мы с вами попробуем разъегорить этот миф о преимуществе печки из профильной трубы перед обыкновенной буржуйкой. Ну что, вот такая экспериментальная фуфлопечь у нас сегодня получилась. Эта сторона у нас для доверчивых, это для прагматиков. Озвучим экономию при использовании листового железа вместо профильной трубы. И такие вещи, ребят, надо обязательно учитывать, потому что экономим мы немало. И на сэкономленные деньги вы легко сможете купить себе недорогой полуавтомат для гаража или мастерской. Или добавите еще немного и прикупите для гаража вот такой компактный недорогой плазморез от компании StartWeld. Поэтому, чтобы не просто загружать ваш мозг полезной информацией, а сделать это еще для вас коммерчески выгодным, я думаю, что после эксперимента и небольшого теста, если ролик наберет большое количество просмотров, разыграем среди адекватных и не очень адекватных комментаторов. Я думаю, таких будет не меньше. Так что вот такой плазморез, я думаю, небольшой компактный, будет отличным подарком кому-то на Новый год. Ну а пока давайте уберем его в сторону и начинаем развенчивать мифы. Так, ну а вы можете потихоньку уже начинать писать комментарии. Но у меня, ребята, первый аргумент, который будет абсолютно понятен всем, потому что он связан с финансами, то есть деньгами. Хотя нет, давайте для начала немного истории, потому что все эти печи являются просто репликами известной канадской печи Буллерьян. Так, в основе которой лежит простой принцип конвекции, то есть теплый воздух, поступая снизу, нагревается и уходит вверх. Правда, там основной уклон был сделан в пользу долгоиграющей работы, то есть это была печь длительного горения. На второй паре труб у нее были специальные форсунки вторичного дожига, которые позволяли ей работать долгое время. Ну а мы продолжим. Первое, если вы вздумаете делать боковую стенку из профильной трубы, то сами понимаете, вам придется переплатить за нее ровно в 3 или в 4 раза. Потому что рабочая поверхность у трубы будет только вот эта. То вам придется заплатить вот за эту и вот за эту стенку, которые косвенно будут участвовать в обогреве. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Если вы захотите увеличить КПД вашей печки и поставите, начнете варить вашу боковую стенку вот таким образом, то переплата составит уже 1 к 4. Ну а поскольку две боковые стенки это около 60% от всей печки, все остальное мы набираем обыкновенным листовым металлом, то умножая на эти коэффициенты вы поймете, что при таком раскладе вы уже переплачиваете больше, чем в 2 раза. Естественно, это при одинаковой толщине стенки, как у профильной трубы, так и у листового металла. А дальше, ребятки, у нас сварочные работы, которые никто не отменял. Это, как вы понимаете, всего один шов. И я думаю, понятно, что при листовом металле этих швов делать не надо будет. Но тут, я думаю, уже никто не будет спорить с тем, что по материалу, а следственно и по его цене. А также по трудозатратам, потому что вам придется заплатить за каждый сантиметр шва. Изготовление печи из профильной трубы обойдется вам минимум 2 раза дороже. Это минимум, плюс время. Но, ребятки, если вы не боитесь трудностей, а финансовая сторона дела вас вообще не интересует, потому что у вас вот так вот свербит, как хочется печку, как у того блогера с миллионами просмотров, тогда переходим ко второму аргументу. И звучит он как ресурс вашей будущей печки. Потому что в отличие от Буллерьяна, где использовал специальная легированная сталь, которая не боится температуры, вы, скорее всего, купите обыкновенную профильную трубу максимум 3 либо 4 мм. В принципе, я знаю, о чем говорю, потому что изготавливаю мангалы из 3 миллиметровой стали, и каждый третий в комментариях обычно пишет, что 3 мм это очень мало. Хотя, на мой взгляд, для мангала, который я разжигаю раз в неделю, максимум 2, и то в летний период, этого достаточно, чтобы продержаться несколько лет. Если вы будете использовать печь раз в день с нормальной закладкой, то ваша 3 миллиметровая сталь прогорит напрочь в течение, думаю, полугода. И не надо рассказывать мне сказки про дядю Васю, у которого такая самодельная печь стоит в гараже уже 5 лет и не прогорает. И я даже готов в это поверить, правда с одним но. Если дядя Вася приходит в свой гараж 2 раза в месяц во время запоя, и в это самое время ненадолго включает эту самую печку в щадящем режиме. Но вы же сами понимаете, что если печкой не пользоваться, то ей ничего не станет, и ее можно будет назвать уже вечная печка из профильной трубы.
Третий неоспоримый аргумент. А именно ремонтопригодность нашей печки. Так, не буду ничего рвать. Буду распаковывать аккуратно, потому что это, я так понимаю, все в таком аккуратном виде должно уехать нашему адекватному либо неадекватному комментатору. Итак, еще раз, ремонтопригодность. Да, вы сварили, потратили деньги, в 2 раза больше. Ничего страшного, семейный бюджет переживет. Да, на зависть соседям по гаражу вы готовы пренебречь тем, что эта печь отработает совсем недолго. Ну, подумаешь, прогорит. Отремонтируем, думаете вы. Конечно, ребята, это не самое важное. Заплатку можно поставить всегда, пусть даже изнутри печи и даже на профильную трубу. Важно здесь другое. А именно то, что вы можете в один прекрасный момент просто не увидеть, как у вас прогорит внутренняя стенка вашей чудо-печки. И, соответственно, потихонечку углекислый газ начнет заполнять помещение. А при таком раскладе, сами понимаете, вы уже можете случайно, даже без своего согласия, посетить, правда, в одну сторону Вальгаллу, либо другое место, согласно вашим религиозным убеждениям. Так что, ребята, будьте аккуратнее со своими супер-мега-печами из профильной трубы. Вот так вот. Но не будем о грустном, потому что я подготовил к работе плазморез от компании StartWeld. Что я хочу сказать? Что очень длинный у нас кабель массы. Смотрите, какой, я думаю, 2 или 3 метра. И очень длинный рукав, что тоже радует. Обыкновенная горелка здесь, простая, сейчас вот так, с защитой от непроизвольного включения. Так, чего я не видел? Так, все, нашел. Вот и дополнительные расходники. Тоже есть у нас в наборе. Аппарат довольно компактный, не пустой, вес имеет. Сразу видим, установлен регулятор давления воздуха. Все как положено, с колбой, влагоотделителем. Все это в защитном корпусе. Неплохо. Резать будем вот такой лист двойки, потому что у нас профильная труба, которую я нарезал, тоже 2 мм. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Ну вот и все, наша фуфла-печь почти готова, поэтому все, что нам осталось, чтобы уравнять шансы двух сторон, это просто взять лист 0,8 металла, немного его согнуть. Получаем вот такой симпатичный кран, который по глубине будет равен 40 мм, как и профильная труба. Вообще, по-хорошему, его надо бы сделать быстросъемным, но я не хочу затягивать ролик и тратить все время, поэтому просто прихвачу его на пару точек. Такая экспериментальная фуфла-печь у нас сегодня получилась. Эта сторона у нас для доверчивых. Это для прагматиков. Посмотрим, кто кого. Итак, экспериментальная конвекционная фуфла-печь готова к испытанию. Снизу фуфла-печь выглядит вот так. А все, ребят, потому, чтобы исключить инсинуацию на тему того, что эпюра пламени будет облизывать какую-то одну из сторон, мы сегодня будем вместо дров применять обыкновенную газовую горелку. Вот таким образом. Берем баллон и подключаем к горелке.
Так, немного пришлось подумать, что же такого закрепить над нашими конвекционными трубами, чтобы можно было легко отслеживать температуру. Конечно, по-хорошему было бы вставить и доверчивым прагматикам по ректальному градуснику, но мы, ребят, не в больничке, а в мастерской, где все холодное и железное. Поэтому я решил закрепить над печкой вот такие две одинаковые полосы. Еще 2 минуты назад они были одной полосой. У них одинаковая длина, одинаковая толщина. И я думаю, они будут одинаково отображать показания нашего китайского друга. Закреплять их будем на вот такой самодельной подвесной системе. Как видим, пластины закреплены на одном расстоянии от начала... Блять! В общем, закрепил пластины на одном расстоянии от начала печки. На одной высоте. Поэтому я думаю, что эксперимент по перековке доверчивых прагматиков считаю открытым. Так как систему электроподжига с полимерной камеры снимать не стал, поэтому воспользуемся добрыми старыми спичками. И дело пошло. И закроем все это дело в крышку. Кстати, забыл, ребят, замерить сразу показания нашей печки. На данный момент они всего 16 градусов. Секунду, сейчас дальше все будет в прямом эфире. Давайте смотреть показания наших пластин. 14. В принципе, они схожи. Так. Немного запотела камера. Чтобы не было, ребята, инсинуаций, да, по поводу того, что... О, даже так лучше горит. Горелка греет не так. Все показываем в прямом эфире. Все, ждем небольшое количество времени. И заверяем. Итак, 15 и 15 градусов. Время пошло. Спустя полчаса эксперимента пришлось немного его переделать. Повесил повыше наши замерочные пластины, чтобы они нагревались чисто горячим воздухом, а не грелись от самой печки. А еще что? Первые замеры показали, что результат совсем не такой, как я ожидал. Вторые замеры показали, что китайскому этому термометру веры вообще никакой нету. Но если мы даже им померяем, то увидим, что одна наша пластина нагрелась до 53 градусов, а вторая, если мерить под тем же углом, с того же расстояния, вы видите, что показывает этот термометр, то где-то в районе 70. Приходится признать, что конвекция с этой стороны гораздо лучше. Во-первых, за счет прогрева всех труб, то есть эта сторона уже горячая, здесь наш защитный экран не нагрелся. Соответственно, это уже дает тепло нашему гаражу. Ну а здесь за уши можно притянуть только безопасность, что вы не обожжетесь об нее. К этой я даже боюсь притрагиваться. Так, по следам побежалости видим, что равномерный нагрев был у нас, чтобы не было никаких ко мне претензий. Ну а органолептическими средствами определяем, что до этой пластины я могу дотронуться, а до этой уже нет. Ребята, приходится признать, что неоспоримый плюс стенки, собранной из профильной трубы, это ее повышенный коэффициент в районе 30% по отношению вот к этой стороне. Возможно, если бы этот кожух имел больше ребер и точек соприкосновения с непосредственно нагреваемой стенкой, то эффект был бы получше, потому что вот здесь он довольно горячий, а здесь еле теплый. Поэтому, ребята, приходится признать, что да, действительно, местами я был неправ и дерзил. Дерзил, был неправ. Это вам. Поэтому сегодняшний ролик про фуфло-печь, я думаю, пора заканчивать. Все оказалось не так однозначно, как я думал. Печи из профильной трубы все-таки дают небольшой прирост коэффициента полезного действия по отношению вот к такой системе. Ну а стоит ли за это переплачивать от 1,5 до 3 раз, решайте сами. Но не забывайте про ее малый ресурс и плохую ремонтопригодность. Так, всем, кому понравился эксперимент, ради эксперимента ставим лайки. Кому не понравился, ставим дизлайки. Но не забываем подписываться и обязательно комментируем.
Пишите свои идеи насчет печек с профильной трубы, так ли они хороши, потому что мне кажется, что бюджетная, но правильно сваренная печь из 2 бэушных газовых баллонов уделает ее по всем показателям. Эту тему тоже будет отдельный эксперимент. Так что давайте проявим активность и дадим возможность кому-то одному выиграть вот такой отличный подарок. Плазморез от компании StartWeld. Ну а сегодня уже точно все, пора заканчивать, поэтому прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, мирного неба над головой, не хворайте, прорвемся. Чего?